Всем привет! Polforce Alpha 2. Судя по виду этого тактического складного ножа, ему не страшны никакие испытания. Но постойте, где-то я уже такое видел. Polsteel Spartan. И чтобы Polforce не было скучно, я решил протестировать сразу оба эти ножа. Оба абсолютно новые. Проверим остроту из коробки. Polsteel менее острый, но тем не менее оба режет паракорд продавливанием. Начинаем с кабеля. Очень тяжело без упора пальцем резать, продавливанием невозможно. Ну, Спартаном может быть чуть-чуть легче, но тоже непросто. Режущие кромки в полном порядке, проблем никаких. Пока что. Открывание банки. Вау, это мощно. Спартан. Ну что ж, Polforce был гораздо более удобен в этой работе. На режущей кромке можно наблюдать затупление довольно обширное на всем вот этом вот участке примерно. Она отсвечивает свет. Но так сколов, заминов вроде бы нету. Покрытие немножко поцарапалось, но не до металла. На Спартане повреждения более значительные. Вот в этом вот месте, вот тут вот, можно заметить небольшие сколы. Ну и, естественно, само затупление. Что ж, переходим к строганию алюминия.
Ну, в принципе, строгают они неплохо. Вот это все. Вот. Частично стружка. Теперь посмотрим на режущие кромочки. Судя по всему, затупление усилилось. Почти вся кромка отражает свет теперь. На Cold Steel появился большой скол возле кончика. Вон он. Вот тут вот. Очень большой. Попытаюсь проверить ногтем Pole Force. Нет, никаких значительных сколов и повреждений нету. Ну что ж, переходим к тестированию замков. На Pole Force у нас могучий бэклок. Посмотрим, как он будет держать удар. Сложился. 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 Ну, я думаю, дальше можно не продолжать, в принципе. При хорошем ударе он складывается. Теперь передней частью. Сложился. Сложился. Да что? О, фак. Фак. О. Смотрим сюда. Вот эту вот пяту, этот вот зацеп на клинке, за который цепляется коромысло, его просто срезало. Его нет. Вау. Воу. Вот он. Вот так дела. Окей. Посмотрим, что покажет Спартан. Блин, его об бетон можно бить, и ничего не будет. Передней частью. Все четко. Ни люфтов, ничего. Ай да Pole Force. Ой-ой-ой. Фак. Окей. Переходим к пробиванию металла. Оцинкованный металл 0,8 миллиметра.
5 ударов. Спартан. Пять ударов. Есть замятие на кончике. Full force. Кончик целый. Хотя небольшие замятия вот тут вот есть. Вот тут вот. Оцинкованный металл 1 миллиметр. О, кончик на спартане продолжает гнуться, режущая кромочка получает новые повреждения, но он целый в целом. All force, замятия стали сильнее, можно их, наверное, рассмотреть вот тут вот. Ну, нержавеющая сталь 1 миллиметр. Кончик на спартане замялся еще больше. У пола форса кончик, конечно, держит лучше, но все равно кое-какая деформация присутствует. Деформация вот режущей кромки здесь. Сам кончик, конечно же, целый. Продолжаем тестирование кончика.
Безусловно, кончик на полфорсе очень крепкий. Очень-очень-очень крепкий. И такая работа ему не помеха. Теперь посмотрим на Спартан. То же самое со Спартаном. Очень крепкий кончик. Далее у нас рубка. Ну окей, вроде без проблем. Спартан — это чудовище, просто чудовище. Круто. Ну и в заключение батонинг.
Никаких повреждений. Клинок на ноже, конечно, очень-очень крепкий. И Спартан. Спартан. Я уже говорил, что это чудовище. Ну вот это чудовище. Оу, оу. О, как повело режущую кромку. Смотрим сюда. Вы это видите? Это из-за высоких вогнутых спусков. И это очень плохо. Смотрите, как погнуло режущую кромку. Ой. Ну что вы скажете сами? Пол Форс. Cold Steel Spartan. Вроде ничего, но режущая кромка. Вот так вот. Пойдем теперь смотреть на этих красавцев в макро. Ну что, смотрим. Сначала Pole Force. Хочу заметить, что это более новая модификация ножа со сталью 440C. Раньше была сталь D2, но после проведенного тестирования, вот в плане клинка и стали, я думаю, что проблем никаких со сменой стали нет. Сейчас идет небольшой дождь, не обращайте внимания на капли. Единственное такое относительно серьезное повреждение, это здесь вот на кончике, и оно случилось при пробивании металла. Сам кончик абсолютно целый, режущая кромочка получила затупление, но каких-то сколов, больших заминов нету. Ну а основное расстройство это, конечно же, замок. Обратите внимание, в каком положении стало теперь находиться коромысло. Такое какое-то неестественное состояние, сразу видно. И тут вот этот вот зацеп на клинке, его просто нет. Вот этот кусочек. Вот насколько он скололся. Вот так вот он стоял здесь. Таким вот образом. А теперь его нет. Поэтому это, конечно, огромное расстройство. Далее Cold Steel с замком. Тут, конечно, никаких нареканий.
Tridlock во всей своей красе. Супер мощный замок. Никаких люфтов, ослабления, ничего. Но с другой стороны имеем слабую сталь на клинке, слабую геометрию с вогнутыми спусками, непонятно для чего. И получаем вот такие вот повреждения при батонинге. Кроме того, кончик очень серьезно пострадал при пробивании металла. Ну что ж, к сожалению, это тестирование не выявило нового лидера в складных тактических ножах. Но я думаю, многие получили много интересной информации и пищи для размышления. Я думаю, на этом стоит закончить, потому что по характеру повреждений, что Paul Force, что Cold Steel с его гнутым клинком, они не подлежат восстановлению в домашних условиях, и ножи должны отсылаться или в гарантийный сервис, или просто о них нужно забыть. Все, напоследок хочу выразить благодарность ребятам из магазина Lamnia Fi, потому что без их помощи неизвестно, когда этот нож попал бы на тесты, и неизвестно, когда мы бы узнали много о нем. Все, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.